Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович, и сегодня выходной день, воскресенье, а значит самое время составить торговый план уже на будущую неделю, будущий месяц, будущий сезон. У нас начинаются живые торговые сессии после месячного перерыва, в августе наши трейдеры отдыхали, и уже с 5 числа мы начинаем прямые трансляции с 11 до 13 по Москве. Если вы хотите подключиться в тестовом доступе и посмотреть, ну а затем уже присоединиться на постоянной основе, то ссылка под этим видео на тестовый доступ. Сегодня мы с вами разберем нефть WTI, фьючерсы WTI, посмотрим на евро-доллар и фунт-доллар. Что касается других активов, таких как S&P, природный газ, другие, вот вы видите слева в левом ряду, пока там ничего интересного нет. Первое, что очень важно понимать, когда мы начинаем анализировать рынок, и вообще вся методология нашего обучения основывается на том, что я вижу, на объективных параметрах. Поэтому, когда наши трейдеры начинают анализировать график, первое, с чего они начинают, это с описания того, что они видят, что на текущий момент присутствует на графике. То есть, что мы можем взять во внимание, да, для дальнейшего принятия решения. Итак, первое, что я здесь вижу, я вижу, что WTI у ключевой важной структуры 70-50. Я вижу, что тренд бычий, как общий тренд, так и локальный тренд, мы видим вот это сильное движение после пробоя закрытия ниже. Мы дошли до предыдущей структуры, протестировали, посмотрите, насколько структурный рынок, да, и сейчас мы тестируем предыдущий максимум. Теперь, зная, что цена у сопротивления и зная, что тренд восходящий, по большому счету здесь два сценария. Первый сценарий — это сценарий на отбой и разворот тренда, локальный разворот тренда. Да? Второй сценарий — это пробой. Вот этот сценарий гораздо более приоритетный, нежели сценарий вот этот вот. Почему? Потому что рынку свойственно двигаться в том направлении, которое уже представлено на графике. Соответственно, я буду рассматривать преимущественно варианты на пробой. Зная, что тренд бычий, зная, что цена находится у ключевой зоны, мне нужна причина для входа в рынок, то есть пробой, да, сигнал на пробой. Как этот сигнал может выглядеть? Для этого я перейду на меньший график, в данном случае на часовой таймфрейм, и посмотрю, как здесь развиваются события, как здесь я могу воспользоваться, да, этим сигналом. Мы видим с вами очень четкую модель, которая называется графическая модель технического анализа, которая называется симметричный треугольник, либо если мы поставим с вами горизонтальную линию, мы увидим бычий треугольник. Не симметричный бычий, это не имеет никакого значения. Поэтому агрессивный вариант, то есть что значит агрессивный вариант? То есть сразу после пробоя вверх и закрытия выше, да, отметки 70-30, двигаться в длинную позицию. Это агрессивный вариант. То есть модель мышления, да, мы начинаем заключать, то есть идет вывод уже после того, что мы сделали. Опять же, мы убираем все лишнее, все то, что может отвлечь наше внимание от самого главного, от того, что мы видим, да, и что дальше мы должны делать. То есть, что я вижу, что это значит, то есть вы конкретно придаете этому значение, вы видите это, а это значит, что это, а если это значит, что так, то что я делаю, то есть вижу, придаю значение, делаю. Мы увидели, мы определили для себя, обозначили, да, самое главное, что нам нужно, то есть в каком направлении нам двигаться, где нам двигаться и теперь как, то есть причина, как мы будем действовать. Соответственно, агрессивный вариант, если цена пробьет, закроется выше, и здесь будет сигнал, очень важно, я куплю с целью, где, давайте посмотрим. Если я посмотрю налево, вот я перешел на часовой график, появились как раз уровни, да, ключевые RPI зоны. Соответственно, следующая зона вот здесь, это равно 72 с небольшим. То есть я понимаю, что если у меня здесь будет длинная позиция, я куплю, то следующие цели в районе 72, плюс-минус в этом диапазоне. Мы видим небольшую структуру здесь, следующая зона здесь и еще здесь. Мы можем объединить вот этот кластер, это основная зона принятия решения о фиксации позиций. Конечно, здесь много разных вариантов. Почему? Потому что эта цель, посмотрите, как далеко. Я могу рассматривать более локальные варианты. Это возможность установки тейк-профитов на уровне вот этого движения. То есть, если эту формацию пробьют, то примерно, не во всех случаях, но чаще всего цена будет проходить именно расстояние, равное ширине фигуры, глубине фигуры, не столь важно. Второй вариант подразумевает консервативный вход. То есть
Ожидание закрытия выше на дневном графике вот этого максимума. Если да, то тогда уже поиск покупок. Но это будет по-другому выглядеть. Как это будет выглядеть? Закрытие выше на дейли, то есть рынок закрылся выше, затем вернулся, сформировал сигнал и тогда бай. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Я не знаю, как откроется рынок, если будут какие-то разрывы, гэпы или что-то еще, это может повлиять на мое решение. Если рынок отбивается от этой зоны, никаких проблем. Да, никаких проблем. Да, пусть она корректируется, там уже будет видно, возможно, мы увидим локальную смену направления, далее рынок попытается восстановиться вот к этим зонам слева, да, и сформировать паттерн головы и плеч более крупный. Это не обязательно. Важный момент по поводу паттернов вообще. Трейдеры, когда видят какую-то модель на графике, неважно, это Гартли, Сайфер, Бабочка, это какие-то сигналы price action свечного анализа, по которым мы торгуем, там слабые вершины, неважно, там, или графические, это треугольники, флаги, вымпелы, клини, не столь важно. Трейдеры любят притягивать за уши, либо предвкушать. То есть трейдеры говорят, что ой, как бы у меня есть, да, левая, да, вот эта сторона или левая, там, левое плечо, допустим, у меня есть здесь линия шеи, и вот здесь как бы должно нарисоваться еще дополнительно. Ничего не должно нарисоваться. Когда рынок сюда придет, тогда мы можем говорить, что на графике представлена эта модель. То есть, опять же таки, факт. Факт важнее того, что может произойти. Да? Поэтому факт, если цена будет, придет сюда, то это факт. И это говорит о том, что здесь первое место, где мы можем покупать. Но это уже торговля по паттерну голова и плечи. Кстати, я здесь закреплю, либо в правом верхнем углу в подсказках есть у меня старое видео на канале, которое рассказывает о том, как торговать по паттерну голова и плечи. Да, там подробное описание, поэтому обязательно посмотрите, либо оно будет вот в правом углу, да, в верхнем подсказках, либо оно будет внизу в описании. Да. Кстати, если для вас это видео полезно, если вы понимаете, что технический анализ не должен быть сложным, и чем он будет проще, тем быстрее вы сможете наработать опыт, навык, и тем быстрее вы сможете зарабатывать, обязательно поделитесь этим видео, потому что мы всегда с вами рассматриваем простые, важные моменты, на которые нужно обращать внимание без воды. Почему, вот как вы думаете, почему у вас не получается? У большинства тех, кто смотрит видео, если вы подписаны на канал, у вас просто не получается, либо есть какие-то сложности. С чем это связано? Это связано с тем, что вы слишком фокусируетесь на себе, на своих ошибках, на своих неудачах и так далее. Но мало фокусируйтесь на процессе, на том, что вам говорит система. Вы ее трактуете по-своему, потому что система без нас, когда мы спим, когда мы ушли, когда мы там не у компьютера, она работает и отрабатывает сигналы. Но вопрос нашего отношения к этому. То есть мы должны свое эго, свое мнение убрать с анализа. Почему? Потому что когда то присутствует мнение, это субъективный фактор. То есть вы не руководствуетесь тем, что вы видите, а зачастую вы руководствуетесь тем, что вы чувствуете. И тем самым фокусируетесь на себе, потом вы чувствуете разочарование, потом вы чувствуете радость, потом вы чувствуете сомнения и так далее. И это все управляет вами. Не нужно избавляться от эмоций. Не нужно даже пытаться их контролировать. Вы не сможете их контролировать. Вам нужно перевести внимание, фокус внимания на соблюдение правил, а не на свое состояние эмоциональное, не свое отношение субъективное к сделке. Как только вы перенесете фокус внимания на то, что вам нужно просто делать, то есть в голове прокручивая каждый раз ситуацию, которую вы торгуете, паттерны, которые вы торгуете, сохраняя это вот здесь, вы сможете наработать вот этот нужный для вас опыт, багаж, уверенности, которая позволит вам зарабатывать деньги. Вот это очень важно, потому что трейдеры фокусируются на себе, на своем отношении, на том, что они думают, на том, что они там не вошли, надо было войти, не надо было входить, зачем я передвинул стоп-лосс, да, зачем я закрыл раньше, не надо было закрывать раньше. Я рано вышел, какой я молодец, хотя мои правила говорят другое, но я рано вышел, и я не получил убыток, я молодец, да.
Я там закрыл сделку, и цена пошла против меня. Отлично, я успел, я заработал. И что получается? У вас это выходит наперед. Мы хотим контролировать неопределенность. Вы хотите управлять неопределенностью. Вы хотите знать, что произойдет потом. А это невозможно. Вы должны отказаться, самое первое правило профессиональной торговли, отказаться от контроля над результатом. Вы должны отказаться от контроля над неопределенностью. Как только вы включаете думку о прибыли, о том, сколько вы заработаете, сколько вы потеряли, все, ваше внимание тут же рассеялось. То есть что получается? Ваш эмоциональный мозг что делает? Доминирует. А почему эти эмоции возникают? Почему это состояние возникает? Потому что так эмоциональный мозг, эмоциональный интеллект защищает вас. Защищает вас от чего? От угрозы. А какая угроза? Риска, неопределенности. А у эмоционального мозга нет никакого понимания, чем отличается угроза с точки зрения финансового риска, когда вы у графика, либо если вы зашли в клетку с тигром. Никакой разницы, нет отличия. Эмоциональный мозг не понимает этого. Причем это угроза. А раз это угроза, нужно ее устранить каким образом? Не входить в сделку, то есть вы впали в ступор, вы не знаете, что делать, вы не можете нажать кнопку. Или вы говорите, так, сейчас еще чуть-чуть подожду. Сейчас чуть-чуть подожду и войду. Вот сейчас чуть-чуть цена подскочит, я закрою. Сейчас еще немножко. Поставьте плюсы, если вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас еще немножко, и я здесь вот сейчас возьму профит. Да? То есть вы быстрее стараетесь избавиться от вот этого состояния неопределенности. Хоп, резко выйти из позиции. То есть это проявление эмоционального интеллекта, который доминирует над вашим торговым разумом. Но если вы не сможете это сделать, не сможете овладеть торговым разумом и будете давать каждый раз пищу эмоциональному интеллекту своему, не надо его убивать, мешать, пусть он живет, но не давайте ему пищу, не кормите его, хотя бы пока вы у компьютера. Когда вы ушли, там прыгайте, бегайте, носитесь. Используйте это состояние и выплескивайте эмоции, но когда вы у компьютера, этого не должно происходить. Это единственный, еще раз, важнейший секрет, о котором вам точно никто не скажет. Особенно на просторах наших торговых площадок. Важнейший момент именно с точки зрения регулирования вот этой вот разницы, да, эмоционального мозга, да, эмоционального интеллекта и разума, который должен торговать, который дает нам преимущество в торговле. Я вижу, что цена у 17500, ключевая структура, ключевая зона принятия решения, мы дошли, отскочили. У нас есть вот эта граница, мы здесь тоже претендуем на паттерн головы и плеч, но опять же его предвкушать не нужно. У меня очень простой план. Я понимаю, что в целом, в общем своем настроении рынок медвежий. И у меня есть очень локальная сделка, очень аккуратная сделка на sell, если, да, я сейчас перехожу на часовой график, если два сценария. То есть, если, опять же таки, модель мышления, я фокусируюсь на модели, я не думаю о том, сколько я заработаю, я не думаю о том, там, пойдет цена в мою сторону или нет, или откатит или нет. Нет, если, окей? Если цена скорректируется, первый вариант, да, коррекция, потому что когда рынок находится в стадии нисходящей, мы пробили, закрылись ниже структуры, то есть мы отбились от сильной зоны и подтверждаем локальный медвежий рынок. Коррекция. Новый лоу, минимум, коррекция. Куда? Да, к предыдущей небольшой зоне. Куда коррекция? Да, к предыдущей зоне. Затем новый импульс, закрытие ниже предыдущего минимума. Закрылись или нет? Да, абсолютно. Да или нет? Да или нет? Теперь два варианта. Когда я вижу, что цена закрылась ниже, это к коррекцию. Куда? К этой предыдущей структуре. У нас слева RPI уровень. Да, индикатор, который рисует ключевые уровни вот здесь, и предыдущая структура здесь. То есть мы понимаем, что вот это зона спроса предложений. В данном случае это зона сопротивления. Почему? Потому что ее пробили, еще пробили большой медвежий. Поэтому здесь два сценария. Либо цена скорректируется и сформирует здесь S-сигнал на что? На sell. Это вариант номер один. Второй вариант. Цена продолжит нисходящее движение. Если здесь будет сигнал, я войду, то стоп-лоссы идут за сигнал. Цели будут в районе этой структуры. Если цена продолжит валиться, может это произойти абсолютно. Знаю, нет. Надо мне это знать? Нет. Внимание, контроль. Да? Мне не надо контролировать исход события. Мне нужно соблюдать правила. Я вижу вот эту небольшую консолидацию. Раз, два, три, четыре, 5 часов. Поэтому если рынок пробьет консолидацию, то это шанс продавать агрессивно.
Стоп-лоссы за консолидацию, да, по правилам стратегии торговли в этих условиях. Цели, внимание налево, здесь. Предыдущая структура, 15 300 с небольшим. То есть если мне удастся продать в районе 16 ровно, да, примерно 70-60 пунктов это мой таргет. Если удастся продать на коррекции, то, конечно, здесь может быть и второй таргет. Первый здесь, второй, допустим, здесь. Вот. Продажи на коррекции, честно говоря, мне не интересно. Мне интереснее торговать агрессивно на sell после брейка, после возможного пробоя сюда. Вот. Что касается покупок, то в покупки я пока не лезу, несмотря на то, что вот это очень важная зона, да, все красиво, но пока нет. Если было полезно, интересно, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, не забывайте делиться, потому что когда вы делитесь с друзьями, вы тем самым, да, распространяете вот это вот полезное, ценное, важное видео для трейдеров и для тех, кто хочет стать таковым. Большое вам спасибо за внимание, всего доброго и до следующих видео. Пока-пока.